Всем привет, с вами Аленка. Сегодня мы будем готовить очень вкусное мяско, свинину, запеченную в духовке с грибами. Хочу вас заверить, что это блюдо 100% понравится вашим мужчинам. Итак, начнем. Для приготовления нам понадобится свинина 400 грамм, сыр 250 грамм, сырые грибы, шампиньоны 200 грамм, помидоры, если небольшие, то 4 штучки, 1 луковица, соль, перец, специи по вкусу, а также растительное масло для смазывания противня. Кроме того, еще нам понадобится фольга и пищевая пленка. Хочу еще сказать такой нюанс, что мясо я заранее порезала на очень тоненькие вот такие вот кусочки. Хочу еще сказать такой маленький секретик. Когда вы хотите порезать мясо очень тонко, его необходимо достать с морозилки, наполовину разморозить, и после этого можно очень тоненько порезать, когда оно еще не полностью размерзлось. Это сэкономит вам время, и вы сможете сделать очень тоненькие биточки. Для того, чтобы наше мяско не разбивалось и не пачкался наш молоточек, мы застеляем нашу досточку пищевой пленкой. Кроме того, это будет очень аккуратненько, и мясо не будет разбрызгиваться по вашей красивой кухне. Разлаживаем быстренько наше мяско. У меня получилось из 400 грамм 7 таких вот кусков мяса. Также мы накрываем пищевой пленкой сверху. Нашу свинину и отбиваем. У меня порезана очень тоненько свинина, поэтому достаточно буквально с одной стороны отбить мяско. Теперь мы берем противень, застеляем его фольгой, смазываем растительным маслом. И выкладываем наше мяско. Использовать фольгу не обязательно, но мне так нравится больше, поскольку это способствует тому, что меньше мою потом противень и легче его очищать. Дальше мы солим мяско. Перчим. Если вы любите более острое, можете добавить еще больше перца и любые ваши специи, которые вам нравятся. Я использую лесные грибы. Это зелень и овощи в составе этой приправы. Мне она очень нравится к мясу. Мы оставили наше мяско в сторонку, чтобы оно пропиталось специями. А теперь продолжим приготовление остальных ингредиентов для получения вкусной свининки с грибами. Натираем на крупную терку сыр 250 грамм. Вы можете использовать любой твердый сыр, который вам нравится. Мы потерли уже сыр, теперь режем помидоры кружочками. Мы уже порезали наши помидорчики, теперь переходим к грибочкам. У нас произошла небольшая магия. Грибочки обжарились вместе с луком уже. Мы подготовили все ингредиенты. И теперь возвращаемся к нашему мясу. Выкладываем на него сначала помидорчики кружочками. Теперь выкладываем 1/3 потертого сыра. Сверху ложим грибочки, сверху выкладываем оставшийся сыр, чтобы покрыть наши грибочки и мяско и все ингредиенты.
После этого отправляем наше мясо в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Встретимся с вами через 20 минут. Ну что, 20 минут прошло, мы достали наше мясо из духовки. Хочу сказать, что оно очень аппетитное, красивое, с корочкой румяненькой. За что я люблю этот рецепт? Во-первых, мясо очень сытное. Во-вторых, очень сочное, аппетитное. В то же время мы его запекали в духовке, поэтому оно еще и полезное и вкусное одновременно. Также, за что мне еще нравится в этом рецепте, что он очень быстрый и вкусный. Итак, будем пробовать, что же у нас получилось. Разрезаем наше мяско. Смотрите, как красиво, сочненько, помидорчик, мяско, грибочки, сыр. Рекомендую вам приготовить это блюдо. И очень буду ждать вас комментариев, как вам такое мяско. До новых встреч!